Всем привет, ребят. Столкнулся с такой ситуацией. Был за воздушной системой воздуха. Попал, в общем, в воздух в систему на машину Лада Калина 1.6 восьмиклапанная. И в интернете очень много вижу, то, что задают те же самые вопросы, то, что, ребят, что типа делать, то, что, говорит, поменяли помпу, термостат, что только не переменяли, а система все равно завоздушена. Принцип, какой у нее там что происходит, то, что печка дует холодным, но не всегда. Вот в моем случае печка грела теплым, ну как, слегка теплым, но машина грелась постоянно до включения вентилятора, даже в мороз минус 20. И вот и в комментариях мне тоже писали с этой ситуации, типа, что сделать. И вот просто смотрю в подслушанных, очень много пишут людей, то, что вот тоже именно Лада Калина 1.6 восьмиклапанная. Вот почему на них такая система происходит? Ну, иногда появляется воздух. Ну, как иногда? Он почему-то, я не знаю, как мороз наступили, очень много людей вот обращаются вот именно с этим. То вот, я говорю, еще раз скажу, послушно пишут, то вот именно в комментариях писали, то просто вот знакомых тоже многих знаю, у кого вот такая система тоже случается. Именно вот почему-то воздушная печка. В общем, потому что у них с завода они выходили, у них расположена радиатор, ну, радиатор печки стоит так, что в плане у них впуск, получается, идет сверху, в радиатор попадает, ну, приход, а обратка идет снизу. И то, что при попадании воздуха, воздух не может сверху вниз выйти. Вот. Почему вот на других машинах, там вот на 15-х, на этих, у них вот по-другому маленько стоит. И вот, в общем, ребят, как я с этой системой, грубо говоря, поборолся. Тоже я мучился, наверное, недели две, что только не перепробовал. И помпу менял, не помогло. Термостат покупал, менял. Все равно не помогло. Думал, ну, решил опять на него. Я, наверное, штук 7 или 8 термостатов перепокупал. Потом их, ну, тоже все в кастрюле проверял, они работали нормально. Ставишь на машину, нифига. Тоже я уж думал на прокладку ГБЦ. Воздухом проверяли по цилиндрам. По 3, сколько там, 3,5 или 4 атмосферы вдували. Бачок стоял, ну, то, что не пузырил, ничего. Дедовскими старыми способами пробовали, перчатку надевали на расширительный бачок, заводили. Нет, она не раздувалась, ну то, что не прокладка-то ни хрена была. Ну, машина все равно грелась. В общем, как я ее, ребят, поборол? Поборол я перешел на Гранта термостат. Ну, он грантовский, X-Ray от Лады Веста, ну, один и тот же идет. Вот, поборол вот благодаря только тому, когда вот перешел на него. Перейти на него несложно. Я, правда, уже, конечно, перешел, сейчас просто я вам, ну, расскажу и вкратце покажу, как что там сделать. Там ничего сложного нету, там, что нам понадобится. Вот я сейчас вам на экран вывел, что нам понадобится. Нам для этого нужно будет нижний патрубок от Лады Гранты. Без разницы, в интернете везде написано то, что берите от механической коробки передач. Не знаю, я не нашел, купил от автомата, ну, от автоматической коробки передач этот нижний патрубок, вот, наверное, по стоку вот с каждой стороны я отрезал, и он, в принципе, встал как родной. Вот, потом на расширительный бачок нужен будет патрубок. Тоже от Лады Гранты. Тройник. Я не помню его размер, там 10-10-10 или 8-8-8. Ну, в итоге, короче, если будете брать, то берите его. Этот тройник, ну, грубо говоря, диаметр, вот это как шланг от расширительного бачка, вот такой вот. Соответственно, 3 хомута на тройник берем и 2 хомута вот на нижний патрубок. Лучше их тоже ставить новые. Вот, потом берем 2 шпильки М8 80. Если там, то их, ну, там в строительных магазинах будут покупать, то М8 на 80. Если вы будете в автомобильном магазине покупать, то скажите мне 2 шпильки от распредвала от ВАЗа 2107. Они вот это те же самые, они М8 80. Вот, и сам, конечно же, термостат, ну, грантовский. Опять же, если у вас машина с механическим дросселем, ну, то есть с тросиковым газом, то вам единственное надо будет со штуцером искать этот грантовский термостат, потому что они постоянно, в принципе, идут то, что нету со штуцером. Я потому что тоже, вот, ну, у меня электронная педаль газа, как бы мне не критично, но я вроде хотел с ним, но искал, не нашел. В итоге, короче, купил без штуцера. Вот, ну я сейчас вам покажу, как чего. Если у вас тоже электронная педаль газа, то это для нас это не страшно, если будет без штуцера, потому что у нас нету подогрева дросселя. А вот у кого говорю, тросиковая педаль газа, вам надо будет, да, штуцер, потому что вам надо будет это ставить подогрев дросселя. В общем, ребят, что купить, я вам очень рассказал. Ну, конечно, купить еще герметик, чтобы наверняка уж все посадить. Вот, и да, если купите термостат грантовский, то купите еще прокладку, потому что в коробке она с ним не идет. Ну, конечно, если повезет, может найдете, пойдет, потому что я вот нашел, у меня не было. В общем, ребят, сейчас переходим под капот, и я вам покажу, как что там переделать. Переделать несложно, переделать любой. Вот, пойдем. Ну вот, ребят, мы под капотом. Я снял воздухан, ну, чтобы вам, короче, было больше наглядно видно. Вот, воздушка лежит, ну, это ладно, не суть. Вот он, ребят, стоит сам Грант термостат. Просто в чем в нем преимущество и почему вот в моем случае прошло, ну не только в моем случае, знаю то, что много людей, кто так тоже переделывал, и у всех реально заработало. Просто вот тоже одного человека знаю, он 2 раза менял прокладку под головой, ему и точили, шлифовали голову, и ни хрена все равно ничего не помогает.
Вот, ну, конечно, как бы я не говорю, да, то, что там в вашем случае это прям по-любому поможет, потому что такая ситуация, конечно, еще происходит, когда, да, накрывается прокладка под головой, ну, или голову слегка увело, если машину перегревали, то да, ну, в моем случае, как оказалось, то, что, ну, реально помогло, так что попробуйте, это, по крайней мере, все равно выходит дешевле, чем вы расточите голову и поменяете прокладку под головой, тем более, если это будете делать в сервисе. По деньгам, что вот ушло, скажу, да, менял я это, было 9 или 10 января, то, что вот этого уже года, у меня все вместе вышло в 1700. Это то, что вот, короче, что надо будет покупать, вот как я и говорил. Две шпильки, вот они почему длинные, потому что сам термостат широкий, наш родной он маленький, там шпилечки у нас где-то вот такие примерно были. Вот они, две шпильки М8 на 80, сам термостат. Вот то, что у меня штуцера нету, вот этот шланг, который вот, ну, кто знает, если меняли термостат на своей колени, то он у нас вот здесь вот на штуцер одевался. Так как у меня штуцера нету, вот мне его пришлось заглушить. Вот, потому что педаль, электронная педаль газа. В общем, что это? Этот патрубок остается как и был, это вот наш родной. Что мы делаем? Вот он, нижний патрубок, который идет с радиатора. И это грантовский. Почему именно нужен такой длинный? Потому что он уже вставляется не как у нас был, вот сюда вот, к термостату, а он идет уже напрямую в обратку. Ну, грубо говоря, туда вот, как блок идет. Вот туда вот, сейчас я вам покажу, куда вот он подсоединяется. Вот. Вот он, вот это то, что как вот он длинный выходит с этого с радиатора и у нас подключается туда. Ничего сложного нету. Оно тут просто сейчас не видно, если побольше снять, вот туда вот он. Той железки, где вот обратка к блоку. И тот наш старый, который нижний, если будете вынимать, ну, вернее, вы будете вынимать с радиатора, его, соответственно, выбрасывайте. Он у нас идет как? Он нашел вот этот нижний к термостату и от расширительного бачка, он тройник. Его из расширительного бачка тоже снимаете, выкидывайте, потому что вы ставите на расширительный бачок новый патрубок, который с помощью тройника вы присоединяете к нижнему патрубку печки. Вот сейчас, если я смогу вот так показать. Так, этот у нас крепится тот. Блин, просто тут все мешает. Ну, короче, в общем, суть то, что вот вы нижний патрубок печки, до него долазите, вот он. Вот там вот он стоит. Вот, это верхний патрубок печки, а вот там вот нижний. Вы его разрезаете, соответственно, обрезаете его, вставляете тот тройник, вот, который вы покупаете. И, соответственно, уже с расширительного бачка вы уже этот шланчик подключаете к тому тройнику. Все, в принципе, вся переделка. Ну, соответственно, конечно, да, ставите грантский термостат и патрубок один вот с радиатора с верхнего сюда и обратка с печки, ну вот он, маленький шланчик уже к нему. Все, больше на этом термостате шлангов никаких нет. Вот, в принципе, как бы в нем еще одно преимущество, что меньше вот этих вот отводов, приводов. Вот, ну почему нету воздуха в такой системе, то что, ребят, если вы ее поставите и у вас, конечно, все заработает нормально, то ну, короче, у вас воздуха больше не будет в системе. Почему? Наш родной, когда стоит, как наша система родная стоит, у нас расширительный бачок, он у нас запитан, короче, в большом кругу. И как я много читал, вот эти всякие, ну, эти технологи все говорили, то что если вот, ну, то, что калина почему воздушит, неправильно вот это стоит вся их система с завода, то что если воздух попадает в малый круг, он сам выйти оттуда не может. Ну, это опять же из того же самого радиатора печки. А почему вот это, в чем преимущество вот этого Лада Грантовского термостата, то что маленький, говорю, расширительный бачок, он запитан в малый круг. Он уже получается то, что как работает здесь уже малый круг. Он, получается, работает блок, бачок, печка. Блок, бачок, печка, блок, бачок, печка. И при открытии термостата уже включает, ну, он уже попадает в большой радиатор и уже делает круг. И то, что когда даже, я говорю, в моем случае, я что только не делал. Я вот говорю, ну, еще раз скажу, помпу менял, термостаты менял, на горку загонял. И по другим углом, и, блин, и бачок мы вынимали, короче, что только не делали. Воздух все равно не выходил. Как он? Он вроде выйдет, все, машина вроде работает нормально. Стоит немного проехать, она как будто воздух где-то засасывала по-новому. Я вот почему тоже грешил на прокладку под головой. Ну, как оказалось, то, что когда вот перешел на этот грантский термостат, машину завел, он сразу весь воздух выгнал в бачок, он прям пропузурил, все нормально было. И все, и то, что даже не пришлось ехать ни на горку, никуда не выгонять воздух. Она заработала сразу, и сейчас то, что при езде, ну вот по трассе, грубо говоря, она держит 80-82 градуса, и стоя на холостом ходу, ну 85-87, короче, прыгает 85, 86, 82, вот так вот. То, что, ну, видно, термостат открывается, термостат стоит на 85 градусов. Также на Грантовске, если кому-то там надо будет, сам термоэлемент у них есть, он продается на 92 градуса. Пожалуйста, там вынимайте его, меняете и все. Но я оставил родной на 85, как вот его купил, так и купил. Просто, да, в чем еще преимущество, то, что он без штуцера, он дешевле. Это мне обошелся чисто вот термостат в 1000 рублей. Со штуцером он, по-моему, стоит 1300 или 1400. Если у вас машина 8-клапан, также эту систему можно на 16 клапаны ставить. Там все то же самое. Единственное, что только на 16 клапанах, вот у нас датчик, который на приборку уходит, вот под этим патрубком стоит. Вот на 8-клапанной он остается. Термостат не мешает. На 16 клапаном у вас сам термостат не станет. Он будет упираться в датчик. Вам надо будет еще датчик купить. Новый. Вот если машина 8-клапан, ничего не надо. Все встает прям как родное.
Вот, и вот датчик температуры сюда переносите. Ну, это понятно, то, что со старого выкручиваете, сюда выкручиваете. И, в принципе, все. Вот и вся эта переделка. Если кому было непонятно, я говорю, ребята, еще раз. Нижний патрубок, он идет сразу же в обратку. Ну, туда вот, в блоку. Вот, а с расширительного бачка, когда вы новый шланг сюда прикручиваете, он у вас идет, ну, в тройник именно в нижний патрубок печки. И вот почему, опять же, печка здесь уже не воздушит, потому что вы уже, получается, короче, у вас уже теперь уже наоборот стало вход снизу, а обратка уже сверху. И тем самым, если даже радиатор воздух попадает, то, соответственно, он уже выгоняется. Вот сколько я уже, 1000, наверное, 3 накатал. Ну, ребят, все нормально. Машина не греется, даже, я говорю, вот свыше 86-87 градусов вообще никогда не поднималась. А до этого, я говорю, я мучился, стоя на холостом, она же до включения вентилятора включалась. При езде тоже даже до включения вентилятора, хотя был на улице минус 20 градусов. И с этой системой намного стало жарче печка. Как в интернете много читал, многие даже на девятках, на десятках, ну вот на всем семействе, грубо говоря, ВАЗа, вот на передних приводах, переходит. Из-за чего на этот термостат от Lada Grant? То, что печка на нем жарит больше. Потому что здесь уже перекрыт термостатом на большой круг, и лишних патрубков нет. Короче, в общем, грубо говоря, весь термостат, его, ну, без потерь именно идет в печку. Ну, то, что да, печка, кстати, заметила, реально намного стало жарче. Окна, если поставить положение на стекло, окна тают намного уже быстрее, чем даже таяли раньше. Ну, конечно, не прям уж там это, ну, намного теплее стало. Вот. Ну, в принципе, вот, ребят, в принципе, вроде все. Если кому что-то опять непонятно, пишите в комментариях, я вам все объясню подробно и, может, фотки даже пришлю. Сейчас просто, я говорю, и аккумулятор все стоит неудобно. Потому что, когда, соответственно, при замене я делал, ну, то, что аккумулятор снимал, и тут поближе все было. Вот, ну, я говорю, вот, то, что ничего сложного нету. Я говорю, от расширительного бачка шлангом в тройник, который вы вставили в нижний патрубок печки, именно в нижний, а не верхний. А этот патрубок, он уже просто вот идет, ну, на обратку. И все. И больше ничего такого нету. Ну, я говорю, да, если, конечно, у вас тросиковая педаль газа, то, соответственно, вам надо будет искать штуцером, чтобы вам, ну, сделать подогрев. На моем случае, я говорю, подогрева нету. Я просто его заглушал шланг. Ну и все, ребят. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Всего вам самого наилучшего, хороших ровных вам дорог. Пока-пока. Pull up to the club while me jump up out the door. Got